Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о подмене понятий и отсылках к реальной жизни в фильме «Черный Адам». Супергеройский фильм «Черный Адам» вышел на экраны кинотеатров 3 октября 2022 года. Его режиссером выступил Жауме Кольет-Сера, а главную роль исполнил знаменитый голливудский актер Дуэйн Джонсон. Фильм основан на комиксах компании DC Comics и преподносится как фантастическая история, не имеющая ничего общего с реальной жизнью. По факту же «Черный Адам» имеет множество отсылок к библейскому сюжету и может показывать ближайшее будущее нашего мира. Кроме того, в фильме присутствует подмена понятий, с помощью которой восприятие зрителей направляется в определенное русло. В самом начале фильма рассказывается история древнего государства под названием Кандак, которое существовало задолго до появления первых цивилизаций. Оно было центром духовного развития и просвещения человечества. Кандак был первой автономией на Земле, средоточием силы и просвещения. Тысячелетиями он процветал. Все это дает отсылку к истории нашей планеты. В глубокой древности люди обладали уникальными знаниями, жили в мире друг с другом и в гармонии с природой. Так продолжалось до тех пор, пока наша цивилизация не столкнулась с захватчиками из демонических миров. В фильме «Черный Адам» говорится, что жизнь людей изменилась, когда к власти пришел царь Актон. Захватив власть с помощью своей армии, он стал тираном. Но амбиции его простирались еще дальше. Очевидно, что Актон является олицетворением дьявола. Об этом свидетельствует перевернутая пентаграмма на его груди, являющаяся главным символом сатанистов. Кроме того, в фильме открыто говорится о том, что царь был одержим демонами и мечтал о безграничной власти. Одержимый темной магией, Актон хотел создать корону Сабака. Она бы сделала Актона непобедимым. В современном мире, который показывают в фильме чуть позже, мало что изменилось. Люди все так же находятся в рабстве у представителей иных миров. Сегодня Кандак страдает под гнетом интербанды, чужеземных наемников, последних из череды многих захватчиков. И их целью являются ресурсы нашей планеты, которые они безжалостно выкачивают. Ты неоимпериалист, головорез другого конца света, присланный красть у нас природные ресурсы, истощать священные земли, загрязнять нашу воду. Главным ресурсом Земли был минерал под названием Этерниум. Именно на его поиски царь Актон отправляет всех людей. Этерниум – редкий минерал с магическими свойствами, добываемый в одном лишь Кандаке. Потому Актон обратил собственных людей в рабство и заставил копать. Вероятно, что Этерниум символизирует человеческую энергию, которой питаются твари из других миров. С помощью нее эти существа совершают магические действия. В фильме показано, что мужчину, который нашел Этерниум, тут же убивают. То есть человек, отдавший всю свою энергию демоническим сущностям, больше не нужен. Далее в фильме рассказывается о мальчике, который пошел против системы и решил изменить мир. Здесь проводится прямая параллель с Иисусом Христом, открывшим человечеству путь к спасению. Царь Актон решает казнить мальчика, но тот в последний момент исчезает. Они думали, что увидят мученика. Но увидели чудо. Точно так же воскресает Иисус, распятый на кресте. В фильме упоминается и о втором пришествии Христа, которого ждут все верующие люди. Но легенда гласит, в час нужды, когда свет надежды почти угаснет, защитник появится вновь и вернет людям свободу. Мы ждем уже очень, очень давно. И именно в этих аналогиях и отсылках в фильме начинается подмена понятий. Взбунтовавшись против системы, мальчик поднимает вверх руки, сложенные в пирамиду. За ним повторяют все жители Кандака. Пирамида является главным символом иллюминатов. В связи с этим возникает большой вопрос, почему именно она выбрана в качестве символа сопротивления. Возможно, это сделано для того, чтобы в сознании зрителей отложилась мысль о том, что иллюминаты борются со злом, а не олицетворяют его. Когда мальчик исчез с места казни, он оказался в пещере Совета магов. Именно они наделяют его волшебной силой. Маги в черных капюшонах, именуемые защитниками Земли, совсем не вызывают ассоциации с силами добра. Их наряды напоминают балахоны участников тайных обществ. Сверху же мы видим огромный камень Этерниума. Это может указывать на то, что данное место является сосредоточением отобранной у людей энергии. Когда мальчик перемещается в пещеру, у его ног можно заметить значок молнии.
Молния дает отсылку к Люциферу. В 10 главе, 18 стихе Евангелия от Луки говорится: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Таким образом, можно предположить, что мальчик на самом деле является воплощением Антихриста. Далее в фильме эта теория подтверждается. Археолог Адрианна Томас, отыскавшая корону Сабака, произносит древнее заклинание. Она освобождает защитника по имени Тет Адам, которого так ждал народ Кандака. Глядя на него, снова не возникает ассоциации с силами добра. На груди у Адама изображена молния, дающая отсылку к Люциферу. Собственно, именно молнии и являлись основным оружием Адама. Сам же он безжалостно расправляется с людьми, желающими заполучить древний артефакт. Чуть позже Адам напрямую заявляет, что в его планы не входит никого спасать и защищать. Ты не хочешь помочь нам? Не особо. Ближе к середине фильма выясняются и другие жуткие подробности. Как оказалось, в древние времена Адам не только расправился с царем Актоном, но и уничтожил весь город, поддавшись неконтролируемой ярости. И благодаря гневу твоя сила росла, пока не вышла из-под контроля. Что его ярость практически уничтожила Кандак. Сила же изначально давалась сыну Адама. Он передал ее отцу, спасая его от смерти, но в итоге погиб сам. Теперь Адам одержим жаждой мести, а гнев буквально переполняет его. Тем не менее, в фильме Адам позиционируется как положительный герой. Он приходит Адриане на помощь, когда она этого просит, и помогает ей найти сына. В самом конце именно Адам убивает восставшего из ада дьявола и спасает человечество. Все это подготавливает людей к принятию Антихриста. Зрителям показывается, что даже несмотря на жажду мести, неконтролируемый гнев, убитых невзначай людей и связь с черной магией, человек может быть спасителем. Об этом напрямую говорит доктор Фейт, призывая Адама на помощь. Миру не всегда нужен благородный рыцарь. Иногда, чтобы спасти свет, нужна тьма. Данные слова оправдывают связь с темными силами и черную магию, которая якобы может быть использована во благо. Чуть позже эту же мысль озвучивает и Адриана. Лишь обращаясь к мраку, он и может делать то, чего такие герои, как вы, не могут. Таким образом, в сознании людей происходит полная подмена понятий. Добро и зло смешиваются и становятся неотличимыми друг от друга. Одну из центральных ролей в фильме занимает так называемое «Общество справедливости». В него входят маги, владеющие сверхспособностями. Свою задачу они описывают следующим образом. Мы общество справедливости. Наша миссия — охрана мирового порядка. Вот только мировой порядок совсем не означает безбедную жизнь простых людей. В самом начале говорится, что народ долгое время находился под гнетом захватчиков. Общество справедливости же этот факт нисколько не волновал. Мы жили под военной оккупацией целых 27 лет, и вас тут не видели. Вы не пришли, когда интербанда захватила страну, украла наши ресурсы и убила моего мужа. Данная сцена в очередной раз подводит людей к такой мысли. Почему бы не принять Антихриста в качестве спасителя, если Бог и светлые силы бездействуют, допуская в мире боль и страдания? По факту же общество справедливости нельзя отнести к божественным силам. В него входят маги, обладающие тайными знаниями, и символизирует оно общество иллюминатов. Каждый из участников общества справедливости обладал уникальными способностями. Некоторые из них проявлялись благодаря артефактам. К примеру, шлем Набу позволял доктору Фейту видеть возможные варианты будущего, создавать астральные копии самого себя, погружать другого человека в иллюзорный мир и многое другое. Мои тело и разум могут находиться одновременно в разных местах. Всеми этими способностями иллюминаты владеют на самом деле. Однако в фильме озвучивается обратная сторона такого дара. Надев его, Кент буквально оказывается под его контролем. И что будет, если я дотронусь? Душа расплавится. Или типа того. Таким образом, нам открыто говорят, что, связываясь с темными силами, человек подчиняется им и оказывается в их власти. Отдельного внимания в фильме заслуживает корона Сабака, дающая абсолютную власть. Как только эта корона попала в руки Адриане, она прочитала на обратной ее стороне послание. Жизнь — единственный путь к смерти. Неужели? Казалось бы, эта фраза предельно логичная и не несет в себе никакого смысла. Но позже оказалось, что послание нужно читать в обратную сторону. Но на короне написано наоборот. Да, жизнь — единственный путь к смерти.
Может, он прочитал задом наперед, как в зеркале или типа того. Данный момент дает отсылку к реверсам, в которых часто кроется по-настоящему важная и ценная информация. Адриана говорит о том, что подземный мир является отражением нашего, и именно поэтому послание можно читать в обратную сторону. Именно так. В мифологии Кандака проклятые души отправляются на скалу завершенности. Подземный мир — это отражение нашего. На самом же деле на короне было написано «Смерть – единственный путь к жизни». Эта фраза несет в себе особый символизм. Она означает, что для обретения вечной жизни важно отказаться от земной. Именно так сделал Иисус Христос, позволив распять себя на кресте. В фильме же этими знаниями пользуется отрицательный персонаж, желающий заручиться поддержкой демонических сил. С помощью короны он умирает и перемещается в ад. Тут же озвучивается цель сущностей из нижних миров. Ты взойдешь на трон Кандака и устроишь ад на земле. В фильме дьявол добивается своей цели и воплощается на земле. Образ его подчеркивается соответствующим символизмом. На груди сатаны изображена перевернутая огненная пентаграмма, а на голове находятся огромные рога. Заняв свой трон, дьявол призвал легиона ада, после чего земля заполнилась зомби. Вероятно, что именно этот сценарий желают воплотить в реальность представители известного культа. В финале кинокартины Адам и Общество справедливости расправляются с рогатым демоном. Однако не стоит забывать, что сами они также не являются олицетворением добра. В сцене после титров с Адамом разговаривает Аманда Уоллер. Эта женщина возглавляет Общество справедливости и символизирует так называемую Красную Королеву, стоящую во главе иллюминатов. В ее диалоге с защитником может скрываться намек на ближайшие планы представителей известного культа. Никто на Земле не может остановить меня. Я могу попросить об этом кое-кого с другой планеты. Вперед! Как скажешь. Тема с пришельцами сейчас активно раскручивается в медиапространстве, а потому не исключено, что в скором времени перед людьми будет разыграно масштабное инопланетное вторжение. Таким образом, фильм «Черный Адам» под видом фантастики рассказывает об истории нашей планеты и о планах иллюминатов на ближайшее будущее. В кинокартине присутствует явная подмена понятий. Грань между добром и злом старательно размывается, а магия и связь с темными силами выдается за нечто безобидное и даже полезное. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.